Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэйхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас ли поверить в это, примите это во внимание. Тэйхён в армии уже 381 день, увидимся через 167 дней. Чингук в армии уже 380 дней, увидимся через 168 дней. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэйхёном. 10 место. Тэйхён ущипнул Чингука. Обожаю эту черту характера Тэйхёна, что он не боится делать то, что хочет, не беспокоясь о мнении других людей. Чингук снял футболку, а Тэйхён уставился на него и ущипнул. Мы что, шутка для них или как? Глядя на этот момент, в моей голове возникают всякие неприличные мысли. Чингук, который снял футболку рядом с Тэйхёном, вероятно, знал, чем это закончится. Тэйхён даже и не собирался себя сдерживать. Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему. Фанаты возмущены последним эфиром Чингука, так как он едва упомянул Тэйхёна, мало слов сказал о нем. Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и первом закрепленном комментарии. 9 место. Чингук – идеальный парень. Чингук проявляет невероятную заботу о своих близких. Давайте посмотрим на данный момент и поймем, каким должен быть настоящий мужчина. Тэйхён не любит острую пищу, и Чингук всегда без колебаний меняется с Тэйхёном едой, если она для него слишком острая. Здесь мы можем наглядно увидеть, как важен для Чингука комфорт его любимого человека. Таким образом, идеальный парень – это не только тот, кто хорошо выглядит, но и прежде всего тот, кто проявляет доброту, заботу и поддержку. Чингук – яркий пример мужчины, который легко сочетает в себе все эти качества. 8 место. Невозможно находиться рядом с любимым и не прикоснуться к нему. Любовь – это не только слова и взгляды, но и тактильные ощущения, которые создают особую связь между двумя людьми. Особенно ярко это проявляется в отношениях Тэйхёна и Чингука, которые словно магнит притягиваются друг к другу. Сначала Чингук обнимает и похлопывает Тэйхёна по плечу. А затем Тэйхён как бы невзначай массирует руку Чингука. Желание прикоснуться друг к другу – это нечто интуитивное и естественное для Вигу. В такие моменты становится ясно, что прикосновение – это не просто физический акт, а способ передать свои чувства и эмоции. 7 место. Чингук и Тэйхён – самые идеальные противоположности в мире. Противоположности притягиваются. Эта старая истина находит свое подтверждение в отношениях Чингука и Тэйхёна. Их характеры, как две стороны одной медали, создают удивительный баланс, который завораживает всех. Обаятельный, скромный Чингук и озорной, неугомонный Тэйхён. А с каким восхищением смотрит на него Чингук, вот чем он был очарован.
Таких идеальных плюса и минуса в мире больше нет, определенно. Эти противоположности создают удивительную динамику, где каждый дополняет другого. 6 место. Из-за чего расстроился Чонгук? Тот момент, когда Чингуку не разрешили стоять рядом с его любимым Тэхёном. Только посмотрите на реакцию участников и улыбку Тэхёна в конце, когда Чингук забыл, где он стоит, потому что он хотел быть рядом с Тэхёном. Из-за таких ситуаций грустят не только ребята, но и мы. Вот бы их всегда оставили рядом, как они этого хотят, и наши сердца не разрывались бы на части. 5 место. Тэхён поедает взглядом Чонгука. Тэхён знает, какой Чонгук застенчивый, и намеренно хочет пощекотать ему нервы. Тэхён поедает глазами Чонгука, заставляя его смущаться, нервничать и делать вид, что все хорошо, когда напряжение зашкаливает. Логическим завершением такого напряженного взаимодействия, наполненного эмоциями, мог бы стать страстный поцелуй, акт, который бы передал все те чувства, которые скрыты под поверхностью. 4 место. Тэхён беспокоится о фигуре Чонгука. Тэхён такой заботливый парень, что жертвует собой, чтобы Чонгук оставался в хорошей форме. То, как Тэхён отобрал у Чонгука сухарики и зарычал на него. Он такой забавный тигренок. Любовь любовью, а кушать хочется всегда. На то, как Тэхён отбирает еду у Чонгука, можно смотреть вечно. Это очень смешно. 3 место. Когда-нибудь Тэхён не сдержится и поцелует Чонгука при всех. Тэхён такими поступками нас всех дразнит. А когда же все случится? Тэхён, это было очень близко. Тэхён от волнения сглотнул слюну. Какими они были горячими на этом выступлении. И, кстати, они были одеты в штаны и пиджак из единого комплекта Луи Виттон. 2 место. Вигу 2 тела, но 1 душа. 8 лет назад на M-Countdown Тэхён буквально перевоплотился в Чонгука, который не смог выступить на предзаписи из-за танзелита. Насколько тонко, детально Тэхён его чувствует. Кто бы смог так в точности передать манеру исполнения движений Чонгука, кроме Тэхёна? Наверное, никто. Как будто Тэхён впитал в себя сущность Чонгука. 1 место. Чонгук всегда заботится о здоровье Тэхёна. Мы все знаем о любви Чонгука к яблокам, и он говорит, что они полезны для здоровья. И, конечно же, он хочет, чтобы Тэхён тоже их ел. Правильно. На V-Live Тэхён сказал: «Мне нравится есть яблочное пюре каждое утро. Мне сказали, это хорошо для здоровья, это вкусно». Чонгук: «Лучше есть яблоки, чем есть яблочный сок». Тэхён: «Это удобно». Чонгук: «Ешь кожуру тоже». Правильно Чонгук говорит, ведь в кожуре все витамины. Заметили, он так строго это сказал. Я уверена, что Тэхён теперь ест яблоки только с кожурой. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!